Ровно 75 лет исполнилось одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны. 400 заключенных подняли героическое восстание в концлагере Собибор без надежды победить. В ответ фашисты сравняли лагерь с землей. Памятные мероприятия проходят в России, Польше, Израиле и многих других странах. Подробности у Ольги Мещеряковой. Черные шары уходят в безоблачное небо, растворяясь словно песчинки. 250 тысяч ушедших немыслимо страшно человеческих жизней, уничтоженных в лагере Собибор. Совсем ребенок, на глазах слезы. Черно-белые фотографии в руках таких же курсантов, как она. Бессмертный полк лагеря смерти. Слова благодарности. Мы стоим на очень прочном фундаменте соблюдения памяти и событий Второй мировой войны, ключевой роли Красной Армии в освобождении Европы от ига нацистской Германии и освобождении концентрационных лагерей смерти. Ничто не забыто, никто не забыт. Вечная память героям. Обычная рубаха – подарок пленной девушке, еврейке из Голландии, пленному советскому офицеру Александру Печерскому, сделанный там, в Собиборе, 14 октября 43-го. В день, когда 400 обреченных на уничтожение людей пошли на штурм машины смерти. Средняя продолжительность жизни заключенного, который попадал в лагерь смерти на территории оккупированной Польши, это всего несколько часов. То есть людей сразу вели так называемую душевую, в кавычках, да, где травили газом. Вот это душевая. Бараки, трехметровая стена с колючей проволокой, подробный чертеж руки Александра Печерского, организатора, вдохновителя восстания в Собиборе. Письма, рукописи он собирал все, чтобы память жила в этих исторических свидетельствах преступления, не имеющего срока давности. Если бы не оставшиеся в живых люди, которые прошли весь этот ад, то, в общем-то, лагерь был стерт с лица земли, и могло случиться так, что об этом бы вообще никто не узнал. 75 лет назад 400 обреченных подняли восстание в лагере смерти. Они понимали, что шансов прорваться мало, но остались непокоренными, живые и погибшие. Лагерь смерти Собибор нацисты уничтожили сразу, расстреляв тех, кто не смог бежать, и сравняв с землей бараки и газовые камеры. Теперь это место памяти, как назидание и предостережение. Ольга Мещерякова, Александр Антонов, Иван Пономаренко. Вести.